Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание порогу и поговорим о том, как он может нас защитить от врагов, от завистников, а также поговорим о том, как с помощью определенной практики вы можете привлекать в свой дом изобилие, достаток и благополучие. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете много полезной, важной и нужной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Порог дома или квартиры всегда символизировал начало пути. Почему именно так? Дело в том, что через порог каждый из нас переступает, когда попадает в дом или квартиру. И в дальние времена обычно порог изготавливали из дерева. И считалось, что под порогом обитает хранитель дома, домовой. Входя в дом или в любое другое помещение, мы с вами по традиции здороваемся. И здороваемся с хозяевами. Однако, протягивая руку для рукопожатия, в ответ вы можете, наверное, услышать, что через порог нельзя здороваться, для начала надо войти в дом. Почему такая старинная традиция осталась и почему до сих пор бабушки, наши прабабушки говорят о том, что это не делай, это не говори. Вы знаете, в представлениях наших предков порог дома выступал своеобразным рубежом, или границей между двумя измерениями, между своим и чужим, между земным и потусторонним миром. И люди верили, что дом – это отдельный мир, и в нем есть своя родовая защита. Поэтому здороваться через порог нельзя потому, что в этот момент нарушается граница дома, и через нее могут проникнуть злые духи из потустороннего мира. В результате всю семью может постигнуть беда. Порог, как границу дома, защищали с помощью оберегов. Насыпали на него соль, порошки из разных трав, а также нашептывали защитные слова. И человек, который пришел со злым умыслом, не мог самостоятельно переступить через такой порог. А если хозяин протягивал ему руку, то, конечно же, в таком случае ему удавалось пройти. До сих пор есть одно поверье, которое говорит, что не только здороваться через порог нельзя, но и разговаривать, прощаться, сидеть и даже стоять. Даже согласно данным историков, некоторые народы хоронили умерших родственников под порогом, чтобы ушедшие в мир иной стерегли дом от проникновения злой силы. Согласно народным приметам, на пороге запрещалось есть, чтобы люди не сплетничали. А если переливать воду и помою после стирки через дверной проем, то нападет куриная слепота. Хату мели исключительно по направлению к порогу, чтобы не замести в дом беду. Выметать мусор через порог было запретное действие, потому что вы можете вымести кого-то из избы. И для того, чтобы уберечь свой дом от злых людей, нужно прежде всего надежно защитить свой порог. Ведь это вот та главная первая часть дома, на которую наступит недобрый человек. А если он будет достаточно защищен, то уже там он потеряет значительную долю своих сил. Поэтому для этого стоит повесить напротив входной двери зеркало. Еще нужно всегда держать порог и входные двери в чистоте. Не забывать мыть порог и подметать, а ручки дверей и их самих также почаще чистить. Когда человек сметает ссор с порога своего дома, то для его защиты нужно говорить следующие слова. «Выметаю хвори, проблемы, порчи и корчи, сглазы принесенные и нанесенные. Порог мой подметенный, Богом благословленный. Аминь». Также для того, чтобы очистить порог от плохой энергетики, нужно провести следующий ритуал. Взять 3 щепоточки соли и добавить их в воду. Затем помыть этим раствором порог,
приговаривая следующие слова. Солью посолила, водою намочила. Как соль не сгниет, так и порча к порогу не придет. Отодвинься, отвернись и назад воротись. Вон пошла, я тебя не звала. После проведения данного обряда нужно вылить мутную воду и пойти домой, желательно вылить где-то под дерево, там, где поменьше ходят людей, и пойти домой, не оглядываясь. Не стоит думать о том, что подумают люди в данный момент. Главное сделать все правильно, и тогда любые бедствия и неприятности уйдут и будут обходить ваш дом стороной. И обязательно после очищения порога нужно поставить на него защиту. Для этого берут соль и потрушивают ею порог дома. При этом нужно произносить следующие слова. «Соль выгоняй из дома хворь и невзгоды. Задержи на пороге все злое, все бедствия и все лихое. Нечисть этот дом стороной обойди. Как я сказала, так и произойди». Еще под порог вы можете положить новое лезвие, и оно будет отделять зло, которое будет пытаться прийти в ваш дом. А вот для привлечения удачи и богатства следует положить под коврик возле входной двери монетку серебряного цвета. И эта монетка будет притягивать благосостояние в ваш дом. А вот для усиления положительного эффекта рекомендуется каждый раз, когда вы переступаете порог, говорить следующие слова. «Я захожу домой, деньги за мной». Также особое внимание уделяйте монетам под дверью, если их хозяева туда не клали. Это очень важно знать многим людям, потому что они могли закатиться. Но существует большая вероятность того, что кто-то из недоброжелателей решил вас сглазить, привлечь негатив или, как вариант, порчу. И к таким вот подаркам стоит относиться достаточно с большой осторожностью. Существует даже народная примета, что если мелочь лежит номиналом до 50 монет под ковриком возле входной двери, значит, человек хочет забрать у вашего дома весь достаток и благополучие. Поэтому, как только вы заметили такой данный клад, берете веник и выметаете веником и выбрасываете это все добро как можно дальше от дома. Еще лучше, если вы разведете костер и бросите туда в него монеты. Но помните, руками мы ничего не берем. И существует даже мнение, что тот, кто навел порчу, назад ее и получит. Если монеты были на коврике, возможно, хозяева дома просто загубили. Но все-таки, знаете, лучше всего перестраховаться. Вымести их, посыпать солью, аккуратно положить на совок. Если через час кто-то придет в ваш дом что-то просить у вас или попытается вам что-то подарить, значит, знаете, этот человек навел на вас порчу. И нельзя никому ничего давать, потому что это может привлечь большую беду и несчастье. И также никому ничего и не давать. Если монета была хорошо спрятана и стоит ребром вверх, это означает, что на хозяев дома навели порчу, на ухудшение здоровья и на бедное существование. Также в этом случае поднимаем монету, опять же, не руками, никогда не берите ничего руками, вот запомните это правило. Далее разжигаем огонь и также отправляем эти монетки. И все то, что пожелали, обязательно перейдет к человеку, который вам навредил.